Когда говорят о походе Наполеона в Россию, почти всегда вспоминают только мороз. Звучит красиво, запоминается легко и будто бы все объясняет. Но стоит открыть медицинские записи компании, и эта версия начинает трещать. Люди массово выбывали еще до того, как зима превратилась в главный символ катастрофы. И вот тут начинается по-настоящему интересная часть. Похоже, армию ломал не один великий удар, а длинная цепь болезней, истощения и санитарного провала. Причем многие из этих причин 200 лет оставались в тени, потому что легенда про мороз звучала эффектнее. В этом ролике мы не будем играть в дешевую сенсацию. Разберем только то, что подтверждают документы, медицинские описания и современные исследования останков. И если смотреть на 1812 год честно, перед нами уже не просто военная драма, а большое историческое расследование. Начинать такую историю нужно не со снега, а с того, как жила армия в походе каждый день. Тысячи людей шли вперед в условиях, где снабжение все хуже справлялось даже с базовыми задачами. Солдаты спали тесно, неделями не меняли одежду и часто пользовались водой, которую сегодня никто бы не рискнул пить. Для инфекции это почти подарок. Именно в такой среде болезнь работает тише пушек, но иногда куда результативнее. Марш вообще умеет хорошо маскировать проблему. Человек еще держится в колонне, но организм уже сыплется изнутри. Снаружи армия выглядит огромной, а внутри постепенно теряет упругость. Вот почему историки медицины сегодня все чаще говорят не о красивой зимней легенде, а о медленном биологическом обвале. И это только начало, потому что дальше в дело входят вполне конкретные патогены. Если коротко, у этой кампании не один виновник. Перед нами целый узел причин, которые наслаивались друг на друга. Плохая еда, сырость, паразиты и слабая санитария не выглядят зрелищно, зато отлично рушат любую большую систему. Именно поэтому здесь так важно не искать одну магическую разгадку. Отсюда и главный вывод. Здесь бессмысленно искать одну волшебную разгадку. Сначала армия ослабевает физически, потом теряет санитарную устойчивость, потом начинает проседать дисциплина и темп, и только после этого холод бьет по системе, которая уже не в лучшей форме. Без этой рамки весь разговор о 1812 годе снова свалится в слишком удобный пересказ. Первый сильный кандидат – эпидемический тиф, связанный с вшами и скученностью. Эта версия держится давно не потому, что звучит эффектно, а потому что хорошо совпадает с условиями похода. Изношенная одежда и тесные стоянки создавали для такой инфекции почти прямой коридор. Для армии тиф опасен не только жаром, а тем, как быстро он делает человека слабым звеном всей колонны. Солдат вроде бы еще рядом со своим полком, но в реальности уже почти не держит общий темп. Врачи той эпохи оставили описания, которые довольно хорошо совпадают с тяжелой лихорадочной инфекцией. Позднее гипотеза получила поддержку и со стороны биомолекулярных исследований. Особенно важным стал анализ останков из Вильюса, который на время заметно усилил тифозную версию. Новые работы, правда, заставили смотреть на этот вывод спокойнее и аккуратнее. Свести весь крах армии только к тифу уже не получается, и это важная поправка. Но и убрать тиф из этой истории тоже нельзя, его роль слишком заметна. Тиф остается серьезным фактором раннего ослабления колонн. Он помогает понять, почему большая армия могла еще двигаться вперед, но уже теряла внутреннюю прочность. Такая инфекция бьет по ритму похода, по дисциплине и по способности быстро приходить в себя после марша. Для штаба это почти худшая ситуация. Люди числятся в строю, а реальной пользы от них все меньше. Если убрать лишнюю драму, тиф выглядит не как сенсация, а как тихий механизм распада. Он не отменяет другие причины, но делает каждую следующую проблему тяжелее и заметнее. Холд после этого действует уже не на целую систему, а на систему, которую заранее расшатали. Поэтому тиф в этой истории важен не как удобный символ, а как реальный механизм ослабления. И, возможно, именно такой механизм 2 века проигрывал более простой легенде про генерала Мороза. Вторая большая группа угроз – дизентерия и другие тяжелые кишечные инфекции. Для длинного похода это почти классическая опасность, и именно поэтому ее нельзя недооценивать. Грязная вода и испорченная пища в таких условиях работают почти безотказно.
Современники регулярно упоминали сильную диарею, слабость и быстрое истощение. На уровне отдельного человека это выглядит буднично. Если смотреть шире, кишечные инфекции били не только по отдельным людям, а по движению всей армии. Обезвоживание и потеря сил редко попадают на парадные гравюры, но именно они часто рушат большие системы. Такая болезнь не требует драматического момента, ей достаточно повседневной грязи. Именно поэтому медики и историки относятся к таким симптомам куда серьезнее, чем массовый зритель. Для врачей и историков это не мелкая подробность, а один из ключей к общей картине похода. Это особенно вероятно в армии, которая шла далеко от устойчивой санитарной базы. Как легенда это звучит блекло, зато как объяснение постепенного истощения работает очень убедительно. Они не всегда оставляют такой же яркий молекулярный след, как некоторые другие патогены, но историческая вероятность их широкого присутствия остается высокой, поэтому серьезные исследователи включают этот фактор в общую модель компании без всякой театральности. Такие болезни делают армию хрупкой еще до момента, когда это становится видно на карте. Если человек не может нормально удерживать воду и пищу, его выносливость рушится очень быстро. А когда так ослабевают тысячи, логистика начинает рушиться вслед за телами. Именно так будничная физиология становится частью большой исторической катастрофы. Так и выходит неприятная, но важная мысль. Будничная физиология иногда влияет на историю сильнее, чем героические клише. Третья линия, которую сегодня обсуждают особенно внимательно – протифозная лихорадка. Она стала заметно важнее после исследований древней ДНК, которые нашли следы Salmonella paratifici в останках солдат. Вот здесь старая история впервые получила по-настоящему современное научное продолжение. Речь уже не просто о догадке по симптомам, а о биологическом следе, поднятом из материала 200-летней давности. Это не означает, что паратиф объясняет все, но сама картина кампании после этого стала куда сложнее и интереснее. Протифозная лихорадка способна давать тяжелое ослабление и длительный срыв общего состояния. Для армии на марше это особенно опасно, потому что болезнь не просто выбивает человека, а тянет за собой темп и снабжение. Современные публикации поэтому все чаще говорят не об одном патогене, а о наборе пересекающихся ударов. Паратив здесь выглядит не случайной догадкой, а очень убедительной частью общей картины. Он хорошо сочетается и с санитарной реальностью похода, и с новыми лабораторными данными. Особенно важно, что именно такие находки ломают старую уверенность в простом объяснении катастрофы. С появлением генетического анализа историк уже не может опираться только на мемуары и косвенные описания. Появляется новый тип доказательства, который меняет вес старых гипотез. В этом, наверное, и чувствуется настоящая сила современной науки о прошлом. Она не переписывает источники с нуля, а добавляет к ним то, чего у прежних поколений просто не было. Паратифозная версия не отменяет ТИФ и не отменяет кишечные инфекции. Зато она показывает, что Великая Армия несла на себе сразу несколько серьезных биологических угроз. А значит, удобная формула про единственную причину развала окончательно перестает работать. С этого момента история 1812 года выглядит уже не как роман о погоде, а как сложное дело медицинской истории. Возвратный тиф сегодня обсуждают все серьезнее, и на то есть понятные причины. Его особенность в том, что болезнь может идти волнами. Для походной армии это почти идеальная формула нестабильности. Человеку может ненадолго стать легче, а затем состояние снова резко ухудшается. Для командования это особенно неприятно. Кажется, будто человек пошел на поправку, а потом его снова ломает. Нельзя уверенно понять, кто реально восстановился, а кто сорвется на следующем переходе. Вот почему возвратный тиф так интересен историкам медицины и военным исследователям. Он хорошо объясняет неровную, волнообразную утрату сил внутри одной и той же массы людей. Новые молекулярные данные сделали эту версию намного весомее, чем она была раньше. Сегодня эту версию уже трудно отмахнуть в сторону как экзотическую деталь. Возвратный тиф не обязан быть главным по масштабу, чтобы сыграть заметную роль. Иногда достаточно того, что он усиливает общую нестабильность армии. А в условиях 1812 года
Нестабильность сама по себе превращалась в стратегическую проблему. Когда люди ослабевают неравномерно, рушится предсказуемость марша и дисциплины. Численно армия еще существует, но работать как единый инструмент ей все труднее. Для массовой памяти такой диагноз неудобен. Из него сложно сделать одну яркую картинку. Зато он очень хорошо соответствует тому, как реальные биологические кризисы ломают большие коллективы. Возвратный ТИФ важен еще и тем, что снова возвращает нас к базовой теме вшей и санитарии. И снова мы возвращаемся к той же неприятной мысли. Походная грязь была не мелочью, а частью механизма распада. Чем больше мы знаем об этих патогенах, тем меньше в истории 1812 года остается места для упрощений. Теперь важный принцип. Болезни не отменяют роль холода. Они объясняют, почему холод сработал настолько разрушительно. Если система ослаблена заранее, каждый внешний удар бьет по ней в несколько раз сильнее. Именно поэтому современный взгляд все чаще отказывается от выбора или мороз, или инфекции. Более точная формула звучит иначе. Инфекции подточили армию, а холод усилил уже начавшийся обвал. Такой порядок причин лучше согласуется и с медицинскими данными, и с хронологией кампании. Люди выбывали еще тогда, когда мороз не достиг своего символического пика. Значит, крах нельзя честно свести только к погоде. Проблема старой версии в том, что она слишком красива. Она превращает сложный биологический и логистический кризис в одну театральную метафору. Но реальная история больших армий почти всегда менее удобна и более телесна. Она проходит через воду, пищу, паразитов, истощение и медленную потерю управляемости. И как раз эта неудобная телесность сегодня возвращается в центр разговора, потому что без нее невозможно объяснить масштаб накопленных потерь. Именно поэтому история больших армий обычно оказывается не романтичной, а очень приземленной и телесной. Эта поправка кажется простой, однако она радикально меняет смысл всей кампании. Перед нами уже не внезапная погодная катастрофа, а последовательное ослабление огромной человеческой системы. И болезни в этом процессе были не случайным шумом, а частью механизма. Именно поэтому историки медицины так настойчиво возвращают их в рассказ о 1812 годе. Без этого история снова скатывается к слишком удобной легенде. Отдельно важно понять, почему эта версия стала заметнее именно сейчас. Причина не в моде, а в инструментах. У историков XIX века не было молекулярной диагностики. У исследователей XIX века просто не было инструмента, который позволял бы увидеть след патогена напрямую. Сегодня ситуация другая. Останки можно исследовать как биологический архив. Зубы и кости начинают говорить о том, о чем мемуары молчали или говорили слишком размыто. Это не магия лаборатории, а просто новый уровень источниковедения. Из-за этого старые споры о причинах походной катастрофы вдруг зазвучали совсем по-новому. Когда появляется новый тип данных, исторический сюжет меняет баланс уверенности. Гипотезы, которые раньше считались второстепенными, могут резко усилиться, а привычные объяснения, наоборот, потерять монополию. В случае Наполеона это особенно заметно. Военная легенда долго держалась на образе зимы. Научное расследование постепенно возвращает в кадр то, что происходило внутри тел. Инфекции почти никогда не дают красивую картинку. Они действуют тихо, грязно и упрямо. История здесь меняется не из-за новой идеологии, а из-за более точных методов. Биологические данные не отменяют документы, а помогают читать их куда точнее и спокойнее. Так возникает более честная картина кампании. Не один символ, а многослойный медицинский кризис. Именно это отличает современное расследование от старого пересказа. К этому упрощению просто слишком привыкли, потому что оно удобно и легко пересказывается. Отсюда и следующий вопрос. Почему общественная память так долго держалась именно за такую схему? Потому что холод легко превращается в символ. Он зрелищен, понятен и не требует длинного медицинского объяснения. Инфекции устроены иначе. Без героической позы, без одного эффектного кадра, но с очень тяжелым итогом. Поэтому массовой культуре всегда проще продать образ зимы, чем долгий разговор о санитарии и патогенах. Но историческая правда не обязана быть зрелищной.
Иногда она выглядит как длинная цепочка бытовых срывов, которые в итоге ломают даже огромную империю. Поэтому старый рассказ о походе Наполеона сбоит не только в деталях, а в самом способе объяснения. Он слишком долго делал вид, будто один яркий образ может заменить сложный механизм. На деле армия не обрушилась в один момент и не по одной причине. Она медленно теряла устойчивость, пока всем было удобнее смотреть только на зиму. Вот почему разговор о болезнях здесь так важен. Он возвращает в историю то, что долго оставалось за кадром. Тела, санитарные условия и накопленное истощение. Не громкий жест, а повседневная биология часто решает исход больших походов. Когда наука возвращает это в кадр, знакомый сюжет начинает звучать совсем иначе. Из романтической легенды о Морозе он превращается в трезвое расследование о том, как ломаются большие системы. Если собрать все линии вместе, вывод получается довольно жестким. Великая армия теряла людей не только в бою, не только от голода и не только от холода. Ее заранее подтачивал целый набор инфекций, которые долго недооценивали в массовом пересказе. Эпидемический тиф остается очень серьезным кандидатом. Кишечные инфекции почти наверняка были постоянной частью этой походной реальности. Паратифозная лихорадка получила весомую поддержку со стороны древней ДНК. Возвратный тиф тоже все труднее убрать из общей модели компании. Каждая из этих линий важна сама по себе. Но по-настоящему тяжелой картину делает то, как они наложились друг на друга. Они били по одной и той же армии сразу с нескольких сторон, через жар, слабость, обезвоживание и потерю ритма. После этого холод уже не открывал катастрофу, а добивал систему, которая и без того еле держалась. Наверное, в этом и есть самый честный ответ на вопрос, почему старая версия так долго казалась убедительной. Она была проще, красивее и удобнее для памяти. Но сейчас у этой истории наконец появляется язык, который ближе и к фактам, и к человеку.